летим. А что мы говорим здесь? Не знаю, мы не придумали. Ну что, всем привет, мы в Коста-Рике. Всем привет! Мы здесь где-то на 2 недели, мы сняли машинку, мы будем путешествовать по большей части страны, будем смотреть классные вулканы. Кстати, один из них сейчас прямо за нашей спиной, к сожалению, его не очень хорошо видно, потому что он в облаках. Но это не суть. Будем смотреть природу, невероятных животных местных, будем много серфить, кушать вкусной еды, путешествовать, обо всем вам расскажем. Так что да, добро пожаловать в наш блог номер 3, наше видео номер 3 на нашем невероятно популярном YouTube-канале. Большое спасибо нашим семьям и близким друзьям за поддержку. Мы вас очень любим. Передаем всем привет и надеемся, что это видео вам очень понравится. Маша борется с внутренним зверем, часть 2. Чтобы спуститься к этому водопаду, нужно было что-то около 1000 ступенек пройти. И вот Маша сейчас поднимается к машине. Желаем ей удачи. Влились в наш глэмпинг в Ля Фортуне. Пошлите, покажу вам нашу замечательную палатку. Эта палатка немножко роскошнее, чем те, что были в Намибии. Поэтому такой вот тут входик. Вот как уютненько здесь все. Ну такая, я бы назвал это скорее домиком больше, чем палаткой. А еще у нас есть вот такой классный балкончик с видом на джунгли. Я не знаю, слышится ли вам звук или нет, но здесь просто какие-то невероятные звуки. Прям ощущение, что мы просто посреди леса. Ну, фактически, наверное, так и есть. А еще у этого отеля просто невероятный вид на вулкан, и мы вам покажем его попозже. Мы вот зашли в какой-то мексиканский ресторанчик, и будем сейчас есть какие-то трушные тако и quesadillo. Такие вот дела. Смотрите, вот так я встаю со столика, и вон там закат на фоне вулкана. Всем доброе утро. Привет. Сегодня 3-й день нашего путешествия по Коста-Рике. Мы собирались записать это прекрасное видео, сидя у бассейна на фоне вулкана, но, к сожалению, начался дождик. Ну, точнее, он начался еще ночью, он шел половину ночи. Я с утра успел побегать, а потом он начался снова. Машинка, расскажи, что мы делали последние сутки. Вчера был насыщенный день. Мы вчера были на водопаде. Мы вчера вечером ходили на тур ночной, смотреть всяких ночных животных. Кого мы видели? Ну, мы видели миллион всяких насекомых, мы видели классных лягушек, прозрачных лягушек, ярких лягушек с яркими глазами. Одну видели вот такую вот огромную жабу, черепаху видели. Мы видели змею какую-то супер ядовитую, которая на дереве была. Да, такая она была прям белая-белая. Угу. Прикольно было. Да. Ну Вот. ты про водопад вообще не рассказала. Потому что мы снимали водопад. Да, водопад был очень классный, мы там еще и поплавать успели. Но это, наверное, такое одно самое туристическое место пока, в котором мы были. Но на самом деле водопад это же был прямо хайк очередной для меня. 500 ступеней. Вниз это было легко, конечно. Минут 15 и все, внизу. А наверх это была битва. Маленький Биг Дэдди был. Сегодня мы только что закончили завтракать, и сейчас мы поедем кататься на квадроциклах. Да. Где-то здесь, рядом с вулканом. А потом вторая половина дня мы сядем в машину и поедем к океану. Я впервые в жизни буду на Тихом океане плавать. В Тихом океане. Ну, рядом с Тихим океаном. В моем списке уже есть Атлантический океан, Индийский океан. Есть почти Северный Ледовитый океан. Потому что вообще это считается официально, я плавал в Северном море.
Но по сути, если вы посмотрите на карту, Северное море это почти Шотландия? Да, Северный ледовитый океан. Так что после сегодняшнего дня у меня останется только один Южный океан. И все. Я, получается, поплаваю во всех. Мы настоящие туристы. Поэтому мы вот едем на квадроциклах. Еще с кучей народу. Путешествуем. Смотрим местные деревни. Made a home in a basement. Didn't think that I need the light. Cause all these plans I've been making will get me out of here in time. But it's always 2 steps backwards. Too much gravity to feel the highs. And all these plans I've been chasing are getting caught up and wasted. I don't know where the money goes. I get broke as the city glows. Shines bright as I sink down low, down low. Куда ты нас привез? На речку. Спасибо. Там вот маленький водопадик, если вас интересует. Don't you know? Don't you know? Don't you know? You know, you know, you know. Don't you know? You know, you know, you know. Don't you know? You know, you know, you know. Don't you know? You know, you know, you know. Don't you know? You know, you know, you know. Don't you know? Мы поужинали в очень красивом месте, смотрели закат. Очень здорово, вообще очень атмосферное место. У меня сегодня был день расслабонный. Я отдыхала у бассейна и пыталась загорать, но пока успехов нет. У Сережи сегодня был целый день серфинга. Он серфил и утром, и после обеда, и завтра к 6 утра мы тоже снова поедем серфить. У нас начался этап нашего путешествия, где мы немножко больше отдыхаем и меньше куролесим. Поэтому мы приехали в город, который называется Насара. Это очень серферский городок, очень маленький. И мы здесь собираемся быть следующие 5 дней. Поэтому я не знаю, насколько много контента мы снимем, но мои дни наполнены серфом, лежанием у бассейна, едой вкусной. А Машины дни примерно такие же, кроме первого пункта. Мы отдыхаем, чилабоним. После нашего намибийского видео вы все знаете, что эти слова значат. Все, всем передаем привет, будем на связи скоро. Пока-пока. Послушайте вот это, звуки вот эти послушайте. Такие дела. Мы не знаем, что это за... Но мы думаем, что это какие-то обезьяны. Я думаю, что это какая-то обезьяна. Это я думаю, что это какая-то обезьяна. Qué bonito es gritar pura vida en Costa Rica. Es bien bonito salir al mundo y sentir que yo soy tico. Alma disfruta, que es un ratico. Estar aquí es todo lo que necesito. Y no es que no hayan problemas. Es que el mar aquí todito se lo lleva. Y las heridas como que nunca se quedan. Se borran como las huellas hay en la arena. У Маши только что закончился первый в жизни урок серфинга, и сейчас мы услышим эмоции с первых уст. Ну, вообще, все получилось лучше, чем я думала. Я была уверена, что у меня вообще не получится встать на доску ни разу. А у меня, раз 6, наверное, получилось нормально. Даже при тебе несколько раз получилось. Больше я видел. Я лично видел, раз 5 точно. Ну ладно, да, в Или общем... все эти разы, это были все разы. Нет, до того, как ты пришел, там тоже получалось. Ну какие в целом ощущения от серфинга? Слушай, мне понравилось, но физически очень тяжело. То есть я под конец уже так устала. Мне кажется, почему я под конец начала больше падать. У меня раньше лучше получалось, в начале и в середине урока. У меня получалось примерно на каждую встать и хотя бы немножко проехать. Ну, я их не считаю, но хотя бы встать, знаешь, получалось. А под конец я была настолько уставшая, что у меня просто не хватало сил вот руками вот так вот оттолкнуться от доски. То есть они у меня просто были как вермишельки вот такие вот.
вообще не было сил. Так, ну и какой вердикт серфингу Мне даёшь? понравилось. То есть еще пойдешь заниматься? Ну, возможно. Здесь, короче, еще было классно, потому что пляж песочный. И, то есть, там вообще не страшно. Ну, то есть, куда бы ты ни соскочил, куда бы ты ни упал, там будет, типа, мягко, и никаких камней, никаких кораллов, типа, ничего ты себе там не стесешь или не разобьешь. Но у меня еще был инструктор такой, как я люблю, очень поддерживающий. Как бы я там не перевернулась и не упала, я выныривала, и он всегда вот так: «Мария!» Маше очень важна психологическая поддержка, когда она обучается. Конечно, обожаю. Вообще, он мне всегда пятюни давал, мы отбивались кулачками. Он мне все рассказывал про свою жизнь, я ему про свою все рассказывала. Короче, мы быстро близки стали. Но, Вот, но, но к сожалению, самый- она не помнит его имя. Я Лучший помню. друг. Я помню. Нет, ты Лианус. Небольшая история про то, как мы доехали сюда. Это какой-то ресторан вместе с фермой на вершине горы с очень красивым видом. И Маша говорит, нам нужно съездить сюда на ужин. Мы едем по какой-то заброшенной дороге, и перед нами просто стоит блок. Дорога закончилась, дороги больше нет, и объезжать ее, мы смотрим на карте, ее никак нельзя объехать. И связи никакой тоже нет, и я подумал, что все, это конец, нам пора ехать домой спать. Но, к счастью, но, к счастью, появился какой-то, из ниоткуда возник какой-то чел на мотоцикле, который сказал, что нам нужно просто через какие-то невероятные дебри, через реки переплывать на машине 2 раза, чтобы объехать эту заблокированную дорогу, и мы все же оказались здесь на ужине и планируем сейчас насладиться им. Так что все, вот такие у нас сегодня приключения. А еще Маша сегодня серфила с утра, так что день вообще просто насыщенный получился. У нас репортаж с между событий. Маша только что укусил Bullet Ant. Это пуля-муравей называется. Она буквально сидит, умирает. Пулевое Покажи, ранение Маш. в руку. Ну, блин, подожди, а сейчас не видно. Ну она вот здесь, вот на лед немножко помог. Чтобы вы понимали, если тебя очень-очень много таких муравьев укусит, то ты умрешь. Вот, но Машу укусил один муравей, и ей сейчас... Она смеется, но ей очень больно. Ей очень больно. Это, короче, мы приложим фотку, огромный такой черный муравей. Я буду держать вас в курсе потом, пока. Нет, мне не больно. Апдейт по Машуньке. Мы дома. Она все еще жива. У нее пока Прошло 40 минут. Место укуса не видно, но рука красная. Но Маша психологически уже умерла раз 10, так что подкачиваем ее. Но я борюсь. Удачи мне сегодня ночью. Мы зашли в какое-то легендарное костриканское заведение на обед, которое называется Розис. Они готовят какое-то классическое костриканское блюдо, которое называется Гайо пинто. Гайо пинто. В общем, это рис с бобами, и к нему добавляют можешь яйца, выбрать да, какие-то топпинги. дополнительные топпинги, но один из классических — это яйца и платан. Я так и не понял до конца, что за платан, потому что он выглядит абсолютно точно как банан. А я прочитала, это более большой банан, но его нельзя есть сырым. То есть его только готовить. А почему нельзя сырым? Ну не знаю, но нельзя его есть сырым. Короче, он выглядит как большой, огромный банан, но оказывается его нельзя есть сырым. Это какой-то классический соус, кстати. А с чем он вообще? Что это такое? Понять не имею. Но Блин, как будто хрен там есть. он острый, поэтому там, не знаю, может быть, чили какой-нибудь. Еще здесь есть какой-то красный соус, который тоже можно попробовать. Так, а рис ты попробовала? Самое главное. Да, вкусный. Слушай, ну очень вкусный рис, правда. Да. Какой-то прям необычный такой. Ни на что не похожий. А еще у нас свежевыжатые соки. У меня арбузный. У меня, я забыл, passion fruit, как называется на русском? Маракуйя. Маракуйя. Все вкусно.
Короче, советуем. Ну что, наши 5 дней в Насаре подошли к концу, и мы едем в Санта-Терезу. Насара была классным местом, таким очень семейным. Там очень много американцев с кучами детей. Короче, там было классно. Санта-Тереза вроде бы должна быть молодежным и тусовочным местом. И поскольку мы с Машулькой молодежные и тусовочные, то мы должны туда просто как рыба в воде там себя ощущать. Вот, поэтому, да, у нас 4 часа дороги. Вы можете, кстати, посмотреть, как примерно выглядит дорога, чтобы вы понимали, какие-то флешбеки с Намибией имеются. В Санта-Терезе мы останавливаемся в хостеле под названием Сомос. Он находится прямо в центре Санта-Терезы. Через дорогу от нас находится пляж. Суперсоциальное место. Здесь есть как дормы в хостеле, где ты можешь просто одну кровать в комнате с другими людьми купить. Либо в нашем случае у нас наша собственная комната с собственной ванной и всеми удобствами. Здесь также есть ресторан, и сейчас мы вам все покажем. Здесь находится ресторан, где можно завтракать, обедать и ужинать. Здесь также проходят какие-то вечеринки и живая музыка 3 раза в неделю. А сюда вход только для тех, кто останавливается в этом хостеле. Здесь есть вот такая вот общая зона с бассейном, подушками, где можно отдохнуть, кухней, вода, посуда, общие диваны. В общем, здесь можно сидеть и социализироваться. Здесь начинается зона номеров, и нам надо на самый верх. Здесь сейчас проходит уборка, поэтому есть какие-то доп. Предметы, но здесь я любила чилить и отдыхать. Вот как-то так. И мы подходим к нашей комнате. И ее мы вроде бы уже отсняли, потому что сейчас там бардак. Ну, бардак просто потому, что мы уже собрали все вещи, и мы выезжаем через 10 минут. А вон там спортзал находится, и здесь в течение дня проходят какие-то организованные классы типа йога, пилатес, какие-то интенсивные тренировки и все такое. Единственный большой минус у этого места — это то, что 3 раза в неделю здесь до 12 ночи прямо громко из-за вечеринок, которые проходят. Но у меня были беруши, поэтому мне было нормально, а Сереже не мешались. Ну что, всем доброе утро. Сегодня 3-й день, как мы в Санта-Терезе. С тех пор, как мы приехали на побережье, я не пропускал ни одного дня серфинга, и мое тело болит везде. Сережа, что произошло? Я получил производственную травму из-за нее сегодня. Доска решила... Я даже не знаю, как это сформулировать. Просто покажи щеку. Да ладно, все нормально, идем, что там что-то видно. Ну да, чуть-чуть совсем красненькая. Ладно, доска просто дала мне жестко по лицу сегодня, вот так. Но Сережа не унывает. Вообще не унываю. Наоборот, это хорошо. Чем больше травм, тем, значит, ближе я к совершенству. И сегодня, я думаю, что мы сделаем выходной, поэтому мы сейчас сидим завтракаем уже довольно поздно, уже часов 9, наверное, утра. Уже 9:20, ничего себе, это очень поздно для нас. Потом мы поедем на какой-то пляж, который называется Плая Хермоса, и будем просто чилабонить. Весь день будем сидеть, отдыхать, читать книжки, купаться в океане. Никаких планов абсолютно нет. Так что да, какие-то такие апдейты. Плюс хотелось пару слов про машину сказать. Это, наверное, один из самых экономных вариантов, которые вы можете найти в Коста-Рике. Нам она обошлась за чуть меньше 2 недель, за 12-13 дней, где-то $800. Но интересный нюанс, который вы найдете в Коста-Рике, что они здесь
очень любят всякие приколы придумывать со страховками, поэтому если будете арендовать машину, то я советую вам, во-первых, делать это заранее онлайн, а во-вторых, не использовать их локальные какие-то местные сервисы, а использовать какие-то большие сети, потому что они очень любят мухлевать со страховкой, и они вам... Во-первых, тут есть обязательная страховка для третьего лица, но в этом ничего необычного нет, но прикол в том, что basic страховка, которую они включат изначально в стоимость аренды вашей машины, она будет довольно маленькая, и вы как бы заплатите и будете думать: о, класс, у меня есть машина. И когда вы придете, вы узнаете, что это basic страховка, не покрывает буквально ничего, и они вам допродадут еще страховку долларов на 300 дополнительную или 400, если вам повезет, а может быть и дороже. Как вы поняли, мы очень любим на машинах путешествовать, хоть это путешествие нельзя считать роад-трипом полноценным. С машиной как-то все поудобнее становится. Мы идем на новый для нас пляж, который соседний с пляжем Санта-Тереза, Плая Эрмоса. Мы подумали, что пока мы тут сидим и наслаждаемся видами на океан, можно вам рассказать про наш трип немножко подробнее. У нас было 3 основные локации. Наверное, удобнее всего будет сравнивать Коста-Рику с Бали. У меня вот такие ассоциации, что Ля Фортуна — это... Помнишь? Убуд? Да, Убуд. Типа посреди острова, но это, конечно, не остров, но просто посреди страны, такой город где-то В там... джунглях. Да, в зеленых джунглях, там нет океана, но есть много всяких интересных других вещей, можно очень много чего поделать. А вот Насара и Санта-Тереза — это такие 2 океанских города, что-то вроде... Серферских. Не знаю, Насара у меня больше всего с Сулавату, наверное, ассоциируется. Она такая тоже холмистая, гористая. Санта-Тереза — это такой очень плоский городок, и такой длинная одна основная улица идет такая вдоль океана, и она очень такая шебутная и очень, ну, такая молодежная, суетная, да, там очень много всяких разных машин, очень много движа, куча всяких разных там ресторанов, кафе, какие-то, ну, люди на байках и на квадроциклах постоянно шастают. А Насара, по моей ассоциации, она такая более спокойная, умиротворенная, там больше такой семейный какой-то вайб, все такие едут, никуда не спешат. Там тише, там нету никаких вечеринок. Да, гораздо такого. тише. И там еще все, очень чему я удивился, это все почему-то решили, что они будут ездить на таких гольф-багги. То есть они их там все арендуют. Кстати, да, здесь мы не видели в Санта-Терезе таких. Здесь все в основном на квадроциклах, либо на обычных байках, а вот в Насаре почему-то, ну это вот, мне кажется, какой-то семейный лакшери вайб привнес туда небольшую еще перчиночку такую свою. Расскажи, Маш, где тебе больше всего понравилось? Ну, сложно сказать, где больше понравилось, потому что мне понравилось и в Насаре очень, и в Санта-Терезе тоже мне нравится. В Насаре как будто бы более как-то умиротворенно, и чувствуется, что как будто люди более дружелюбные. Нет такого у тебя вайба? Ну, у меня был чуть-чуть, Ну, там да. все прям нашли полную пура-виду, такое ощущение. В Санта-Терезе более такое прямодненное какое-то серферское место. Ты, может быть, расскажешь, что такое пуравида твоя, а то никто же не знает. Да я сама не знаю, что такое пура-вида. Короче, Маша придумала это, я не знаю, откуда она это взяла, но она сказала, что это такая местная акуна матата. Что-то вроде про то, что не нужно никуда спешить, нужно просто медленно кайфовать, серфить, есть фрукты и спать, загорать, в общем, никуда не спешить. У меня похожее примерно ощущение, мне Санта-Тереза показалась коммерциализированной, наверное. Там прям вот здесь все такое, все настроено, здесь меньше видишь местных вообще. Я вот здесь местных очень редко, даже на серф-спотах их почти нет. И они все такие, как будто бы здесь все настроились на то, что вот мы здесь как бы будем доить немножко больше денег со всех туристов и экспатов, и как бы это будет наш прикол. У этого есть и свои какие-то плюсы, наверное, но в плане серфинга там никто на тебя не будет кричать из каких-нибудь локалов. Там, А в Насаре на тебя кричали? Не, в Насаре тоже было, но я знаю, что сразу с Бали сравнивается это. Потому что, наверное, один из главных плюсов для меня, как для
человека, который хотел здесь очень посерфить, это то, что во всей Коста-Рике все гораздо более чиловые в этом плане. Когда я серфил на Бали, практически на каждом споте находились какие-нибудь локалы, которые находили, на кого бы им покричать, на кого-нибудь, кто там что сделал не так, кто там у них какую-то волну отжал, какие-то покачать свои права, и постоянно чувствовался такой вайб, что тебе здесь не очень рады. А здесь, наоборот, в плане серфинга все гораздо более чилово. Ну да, наверное, если прям выбирать, то мне больше ближе вайб Насара, наверное. Я бы там остановился. Я бы прям хотел там пожить Я бы пару тоже в месяцев. следующий раз приехала бы в Насару. Еще я бы хотела на Карибское побережье поехать, посмотреть, что там. Ну там нет волн, там не серфят. Ну и что ж теперь? Не знаю, для меня все это путешествие строится вокруг серфинга, и мне кажется, вот из-за этого все путешествие какой-то у него появляется прикольный смысл. А Маша вообще все равно. Она приехала, ей лежит на пляже, смотрит на солнышко, она эту свою пуровиду вообще, она их тут может научить. Я ее нашла в первый же день. А мне какой-то нужен дополнительный какой-то стимул, какой-то план, какое-то дело. И мне серфинг очень нравится, поэтому да, какие-то такие у нас вайбы. У нас осталось несколько дней еще. Мы их планируем провести здесь, в Санта-Терезе. Будем серфить и чилить, наслаждаться последними несколькими деньками, прежде чем возвращаться домой. Ну, кстати, это важный, правда, пункт о том, что вся Коста-Рика, несмотря на то, что мы ее сравниваем с Бали, потому что она внешне максимально похожа, она такая, особенно вот приокеанская Коста-Рика, это такие очень-очень похожие на Бали вайбы, но большую разницу ты видишь, когда начинаешь платить за все это. Тут, мне кажется, и жилье дороже, и в целом ощущаешь цены там и в ресторанах, и во всех магазинах просто какие-то космические. То есть они на уровне там наших домашних английских цен. Наверное, это все из-за того, что здесь основной контингент американцы, и все знают, что они очень богатые все, и с них тут дерут по полному, и поэтому вот как-то цены сформировались довольно жестко. Я не представляю, как тут местные выживают, потому что местные не сказать, что они выглядят как-то очень богато. Может быть, у них какие-то свои есть магазины, где они покупают все в 3 раза дешевле. Ну, на что я сомневаюсь, на самом деле. Обычно, когда мы планируем путешествие, большая статья расходов — это перелеты и проживание, и, наверное, машина. Вот это такие 3 большие статьи, а все остальное мы даже не учитываем и не считаем абсолютно никогда. Ну, мы и так мало что считаем, но мы в целом никогда даже не обращаем внимания на то, что на какие-то дополнительные расходы во время путешествия, потому что для нас как будто бы жизнь в Англии будет стоить примерно столько же. То есть мы бы там или за дороже, эти... Да, или дороже, правда. За эти там 2-3 недели, пока мы бы жили в Англии, мы бы потратили столько же денег на всякие там, на ту же еду, на там какие-то рестораны, пабы или что-то в таком духе. Поэтому это вообще как-то даже не учитывается никогда. А здесь мы прям ощущаем, ну, мы, конечно, вряд ли что-то будем считать, зачем расстраиваться, но я прям ощущаю, что равная статья расходов там по перелетам или по проживанию, еще будет такая же статья на те средства, которые мы потратили здесь, там на аренду всяких бортов, на всякие уроки, на рестораны, там массажи и прочее, типа это прям чувствуется, что ты прям каждый день платишь реально много денег. Да. Слушай, да, ну вот, кстати, мы что-то сравнивали с Бали, но есть много отличий, по которым Коста-Рика выигрывает. Здесь купабельный океан, типа здесь пляжи красивые, белый песок, пальмы, чистая вода, легко купаться, типа песчаный пологий вход. На Бали я не могла купаться, если ты не серфишь там. Здесь нету трафика ужасного от машин, от пробок. Ну да, плюсы точно есть в этом плане. Ну, в принципе, людей как будто бы поменьше. Да, вот Да, это, еще кстати, точно. Я добраться надо, да. вот сегодня, кстати, да, только думал про это, про то, что здесь прям чувствуется, что мы вот сейчас сидим на каком-то невероятно красивом пляже, и вот перед нами просто, ну вот, песок простирается во все стороны, и реально можно на пальцах там рук сосчитать, сколько людей мы тут видим. Да. То есть просто... А это ведь сезон. Мы здесь в марте, это считается самый Конец сезон. сезона, Да, и он будет еще, вот апрель, по-моему, последний месяц сезона, то есть это сезон. И здесь, то есть, людей вообще ты не чувствуешь, что здесь как-то, ну, невероятно много туристов и вообще не помещаются. Реально ощущается, что здесь меньше народу. Видимо, я не знаю, это
цены, может быть, отталкивают. Ну и дальше, наверное. Может быть, американцы не так сильно любят путешествовать, поэтому немногие сюда доезжают, а европейцам сюда слишком далеко. Вот мы с Машунькой на закате, и у нас вот тут друзья с нами встречают вместе. И вон там еще один друг, смотрите, лежит. Ну что, hola, amigos. Нормально? Нормально. Завтра мы уже уезжаем отсюда в столицу, в Сан-Хосе. Мы прямо сейчас сидим, вот провожаем наш последний закатик и подумали, что будет здорово, если мы немножко добавим пользы этому видео, рассказав о каких-то классных местах, которые нам понравились больше всего и которые мы советуем посетить. Потому что я знаю, что Маша многие писали по поводу видео в Намибии. Многие. Наши многие подписчики. Наши многие Ладно. подписчики. На данный момент не очень многочисленные, но близкие друзья спрашивали про какие-то советы, и мне кажется, что мы можем здесь тоже об этом немножко сказать. У Маши, конечно же, есть список, она будет из списка говорить какие-то места, и если у меня будут какие-то комментарии, я буду это Да, вставлять. Сережа не видел этот список, поэтому это будет живая Возможно, реакция. я с чем-то не соглашусь. Для Фортуни мы были всего 2 дня, поэтому оттуда не очень много мест, но они были насыщенные. У меня первое место в списке — это очень избитое место, туристическое, но для меня оно осталось прямо хайлайтом. Это водопад для Фортуна. Да, водопад был классный, мы там искупались, как-то было прикольно. Хотя там довольно много народу, это очень туристическое место, но все равно там Но было понятно, очень красиво. почему там много народу, да. Это, наверное, самый красивый большой водопад, который мы видели. И там прям можно в нем покупаться, очень освежает, особенно перед тем, как тебе надо 500 ступеней вверх идти. Второй хайлайт из Ля Фортуны неоднозначный. Так. Это булочки, место с булочками? Да, это Класс. местный маленький ларек с аргентинским, ну, наверное, это аргентинские булочки вроде как, или какие-то центрально-южноамериканские, которые называются эмпанадос. Это абсолютно непримечательный маленький ларек, где стоит тетя и продает с прилавка эти булки заготовленные. Это, по сути, как пирожок, внутри с начинкой. Они есть соленые и сладкие. Да, это какие-то очень классные пирожки. Они реально очень вкусные, но еще они очень практичные. Как-то они так сделаны хорошо, что ты их можешь и в машине съесть. И они реально очень-очень вкусные. Дальше уже начинается Насара. Насара, в принципе, один большой хайлайт, мне кажется, нашей поездки. И если мы когда-нибудь вернемся еще в Коста-Рику, то мы вернемся в Насару. Маша так делает, потому что я убежден, что как будто бы нет смысла ездить в одну и ту же страну, если есть еще очень много стран, в которых ты не был. А представляешь, если ты всю свою оставшуюся жизнь будешь ездить в Коста-Рику? Да. Но я ни о чем не пожалею. Первый хайлайт Насары — это отель, в котором мы останавливались. Называется «Дома». Классный, бутиковый, маленький, тихий, супер чилловый отельчик. Да, отель, правда, очень прикольный, и он, это даже, я не знаю, называется ли это отелем, он какой-то настолько... Но он бутик-отель называется, там всего, типа, не знаю, номеров 10 Да, и там у максимум. тебя в номере есть даже маленькая кухонка, то есть ты там можешь без проблем приготовить что-то, или, например, привезти фрукты, у тебя будет холодильник, и ты Да. их сможешь там потом порезать, полежать у бассейна. И там все люди такие были классные, и бассейн был просто... Да, с да, ума просто сойти. очень хороший бассейн, хорошее обслуживание и без всяких лишних фэнси ненужных штучек. Интересно, что следующее у меня есть хайлайтик, ты лучше про это поговоришь. Серфшоп называется Aqua Tibia, и там реально очень приятные все и тренера, но и они какие-то очень человые. Вот ты от Они нашли взаимодействия... полное пура виду. Да, они от вот этого от всего взаимодействия, ты как-то даже, у тебя настроение улучшается, потому что они очень приятные, они с тобой болтают, дают тебе доску, они Дают тебе кокос после серфа. Да, как-то вот все взаимодействие с ними Да. настолько приятное ощущение оставляет, что ну вот такие, мне кажется, контакты нужно прям беречь. Вообще мест из Насары как будто бы много, настолько нам там понравилось. Следующее место — это знаменитый Хаулерс бар. Мне кажется, в Насаре про него ходят легенды, а именно про вкуснейший туна карпаччо, который там дают из свежайшего Это тунца. карпаччо из тунца.
Да. Я перевел на всякий случай. Очень чиловое место, там буквально типа меню на доске написано, там всего позиций 5-6, и все очень вкусно. Короче, у них прям хорошая такая свежая рыба, и они тоже заведение такое без каких-то претензий, очень простенький бар, но с очень вкусной едой, и сразу чувствуется, что вокруг них там какой-то очень классный комьюнити собирается, у них там по вечерам какой-то классный лайв-мьюзик, постоянно забиты столы, Да. сложно реально сесть, особенно вечером. Мы слышали от людей, с которыми мы встречались в Насаре, что они туда типа каждый день ходили. Следующее место с самыми красивыми закатами — это ресторан в Насаре, который называется Ля Луна. Находится прямо на берегу океана. Очень красивое место, атмосферное. Туда надо было прям заранее бронировать столик, чтобы именно на закате. Вкусная еда, огромные порции. Ну вот еде я бы не ставил прям типа 10 из 10, я думаю, что еда была простая, но хорошая. Ну да. Но само место и атмосфера там очень классная. Чтобы закончить с едой в Насаре, еще есть несколько мест. Первое место — это Сендера. Это супер фэнси ресторан, который находится в Насаре. Все, что мы там ели, было вкусное, но определенно туда надо идти за криспи райс вестуна. Как это сказать на русском? Хрустящий рис с тунцом. Именно так, да. Короче, это очень фэнси отель, у которого при отеле есть очень фэнси ресторан. Там реально вкусная еда, там все очень дорого, но Но все было вкусно, вот что этот мы ели. криспи райс с тунцом, мы до сих пор его вспоминаем. Мы настолько были впечатлены им, что мы после этого в каждом месте, куда мы ходим здесь, Да. мы, если видим в меню эту опцию, мы заказываем, и каждый раз она неплохая, но не такая роскошная, как была в том ресторане. Это было реально очень-очень хорошо. Кайол на горе. Я говорю это немножко с обидными чувствами, потому что меня там укусил кто-то, Да, у нас- муравей у нас или паук. случился инцидент. Туда довольно тяжело добираться. Мы там буквально реки какие-то переплывали на машине, Ну, ехали в гору. Ну да, туда вам точно нужна машина, чтобы туда доехать. У этого места очень классная такая атмосфера. Ты на горе, ты смотришь вниз на классные зеленые холмы, на океан, на закат. И там много американцев с семьями или группами сидят, кушают. Они все друг с другом очень легко как-то знакомиться, и ты тоже во всем этом вайбе. Там Да. есть такой bonfire рядом с рестораном, просто костер, куда ты можешь как бы подойти, там, маршмеллоу пожарить, может быть, с детишками или там поболтать с кем-то. Короче, очень такая расслабленная и дружелюбная атмосфера. Там у них очень сильное меню в плане какого-то жареного мяса. Вот, но там много и других всяких опций, Да. меню довольно вкусных. Мы ели там рыбу разную, это было очень вкусно. Он такой, один из ресторанов, он мне немножко напоминает какие-то фермерские рестораны. Знаете, когда ты не просто А пришел у них в такая концепция да, есть. когда ты не просто пришел в ресторан, сел за стол, и весь вечер ты с этого стола не вставал, потом заплатил счет и ушел, а когда ты пришел, заказал себе, не знаю, вино, сходил, прогулялся на полянку, покатался на качели, посмотрел на закат, возможно, с кем-то поболтал, вернулся за свой стол, снова там что-нибудь поел закуски, потом пошел к костру, еще с кем-то поболтал или там просто как-то Да. провел время, посидел тихо, потом снова вернулся к своему столу, поел какие-то основные блюда. Короче, такое очень расслабленное место. И таких мест немного, и поэтому оно в списке. Последнее место с едой из Насары, когда захочется съесть местную костариканскую еду, то ее надо идти есть в соду под названием Розис, которая находится в Насаре. У них так называется местная кухня. То есть, если вы видите кафе, где написано «сода» по-английски, ну, точнее, это по-испански. Это так кафе, типа, они да, называют. это вот, значит, в этом месте подают вот костариканскую еду. Переходим к Санта-Тересе. Главный мой хайлайт Санта-Тересы — это пляж, который прям соседний пляж с Санта-Тересой, который называется Плая Хермоса. И это для меня вот прямо пляж Коста-Рики с картинки, как я и представляла. Большой песочный пляж, пальмы и растительность, которые прямо нависают на пляж. При этом он купабельный, он подходит для серфинга для новичков. С этой стороны побережья Коста-Рики, из-за того, что здесь океан, и здесь очень большие волны, и покупаться не всегда комфортно, но этот пляж, он прям очень сильно напомнил нам Мальдивы, кстати, потому что вода какая-то невероятно чистая, пляж такой чистый песок, вообще без камней, и ты как-то заходишь приятно, и там вообще очень-очень мало людей,
и вот эта зелень. Но при этом не нужно ожидать Мальдив от этого, мне кажется, это может запутать, потому что все равно песок не такой белый, а здесь волны. Ну, короче, мне кажется, он абсолютно другой все равно. Ну, все равно он как очень-очень с картинки. хороший, очень хороший пляж с картинки, правда. Почему мы советуем его, а не основной пляж Санта-Терезе? Потому что основной пляж, он очень такой, он занятой. Здесь очень-очень много людей, много серферов, большие волны. И тут как бы тут здорово, но если вам хочется просто не шумно и спокойно полежать где-то с книжкой или спокойно покупаться и не видеть огромной кучи людей рядом с собой, то тот пляж, он вообще прям идеально подойдет вам для этого. Если вы не любитель бич-клабов, то это вам обязательно понравится. Да, там на том пляже нету ничего, ни кафе, ни бич-клабов, то есть, типа, ну, воду точно надо брать с собой. 2 места по еде, которые я отметила в Санта-Терезе. Первое — это Анис. Анис, вот это кафе очень, очень классное, потому что там подают очень Простую, простые полезную такие, еду. да, такие боулы очень хорошие, большие, прям с кучей зелени, со свежей рыбой, всякие поки и салаты. И реально очень все вкусно, и прям такие щедрые, хорошие порции со свежими овощами, свежими фруктами, свежей рыбой. И это все реально очень вкусно, так что если вы где-то здесь недалеко в Санта-Терезе живете, то это вот хорошее место для того, чтобы сходить там на завтрак или на ланч. И отдельный пункт, который хотели мы выделить, это прям было открытие для нас из местных сладостей. Ну, точнее, возможно, это аргентинская сладость, но она здесь очень популярна. Это такие сэндвичи из печенья, посередине которой находится сгущенное вареное молоко. Они называются альпахорес. Они могут быть шоколадные и могут быть кокосовые. И это реально очень вкусно и было таким хорошим удивлением. Так что попробуйте. Последнее место — это куда мы сейчас пойдем после записи этого ролика. Но это скорее ресторан прямо. Здесь называется Катана. Там азиатская еда, там очень красиво. Ну, в основном там, мне кажется, всякая свежая рыба. Мы туда идем уже во 2-й раз. Настолько нам понравилось. И все, что мы брали, все было вкусно. Там брали даже, там есть меню такой на стартер, хлеб с маслом. Просто невероятно вкусный бриош с очень вкусным каким-то взбитым маслом, с какими-то специями. Ну, какие-то даже простые позиции в меню очень-очень вкусные. Я уже не говорю про сложные позиции. Если будете в Санта-Терезе, то заглядывайте туда тоже. Ну все. А мы тогда пошли сейчас на ужин, уже поедем скоро. А завтра едем обратно в Сан-Хосе. Так что, надеюсь, наша подборочка была кому-то полезной. Ну или просто интересно посмотреть, что мы тут ели, куда ходили. Ну да, либо так. Представляете, мы с Машей оба, так получилось, что первый раз на пароме, и это случилось в Коста-Рике. Я никогда раньше так необычно заезжать на машине на корабль. И мы сейчас поедем где-то чуть больше часа, будем двигаться. Мы так получилось, что оказались на полуострове, и самый кратчайший путь в Сан-Хосе, в столицу, лежит через пролив. Так что у нас где-то чуть больше часа будет сейчас на корабле. Всем привет! Мы решили завершить наше путешествие финальным аккордом. Вы, наверное, знаете, что нам отказали в визе в Штаты несколько лет назад. Вообще это путешествие. Начну с того, что это путешествие особенное, потому что я впервые в жизни нахожусь на этой стороне полушария. И здесь очень много всякого американского влияния. И поэтому, раз нас не пускать в Штаты, я решил, что мы будем пользоваться всеми возможностями соединиться с американской культурой, которые у нас будут, и поэтому мы с Машунькой вот здесь. Разве может быть что-то более американское, чем Taco Bell? Нет, ничего более американского, чем Taco Bell. Сейчас мы возьмем еду и поедем в отель отдыхать. Все, а завтра у нас уже самолет. Существует такая штука. А что вообще существует? Может, еще надо снимать. Так, ну что, вердикт. Ну, слушай, отдает прям маком, если честно. Да? Просто немного в новой обертке. Ну ладно, я тоже сейчас буду Но мы пробовать. еще попробуем другие потом штуки. Посмотрим. Ну что, завершаем поездку. Пойдет.